Сегодня будем делать обзор на вот такой советский выжигатель, который называется Орнамент. Тут вот даже написана цена 13 рублей 34 копейки. Это были серьезные деньги при Советском Союзе. Как устроен этот прибор? Это вот у нас вилка. Питание 220 вольт. Мы его потом включим. Вот розетку взял тоже советского образца, потому что в современные это не подходит. Значит, что здесь у нас? Тумблер, переключение режимов напряжения. Здесь у нас предохранитель. Это я просто сделал пометки, чтобы легко было вставлять. Слишком сложно вставляется. И тумблер потом, чтобы поставить на место, поставил точку. Это вот легко делать, потом легко собирать. Вот так вот делаешь. Можно фотографировать, но все равно руки там грязные, пыльные, браться за телефон. В общем, так разметку делаешь, потом все нормально встает на свои места. И вот как же он работает, этот прибор наш. Питание 220 вольт. Там стоит трансформатор. Тяжелый прибор, кстати. Килограмма 3, наверное, минимум весит. Можно даже взвешивать для интереса. Значит, питание 220 вольт. Идет на трансформатор. Вот у меня схематично я тут изобразил, чтобы было нам яснее и понятнее. То есть вот оно, 220 вольт. Идет на трансформатор, внутри трансформатора. На трансформаторе первичная обмотка и вторичная обмотка. Вот первичная обмотка 220 вольт идет. Дальше идет вторичная обмотка. Ну, это устройство трансформатора, ладно, не будем углубляться, занимать ваше время. Со вторичной обмотки это уже все дело у нас идет на регулятор напряжения. Он же регулятор мощности. То есть вот он. Два выхода нашей вторичной обмотки. Включал мультиметр. Мультиметр так ничего и не показал. Но это вот потому что здесь импульсное напряжение, мультиметр путается. Это уже осциллограф. Тогда он покажет, сколько там напряжения. Вот регулятор наш напряжения. Здесь идут вывода. Вот на каждую циферку идут вывода вторичной обмотки. То есть в зависимости там сколько витков намотано, будет определенное напряжение, больше или меньше. То есть сопротивление получается. Чем больше витков, тем значит, напряжение будет... чем больше витков вторички, тем напряжение будет больше. На вторичке чем больше витков, тем больше напряжения. Дальше у нас идет диод. После нашего регулятора напряжения идет диод. Пропускает ток в одну сторону и блокирует в противоположную сторону. Для гравера нужен импульсный однонаправленный ток, чтобы конденсатор правильно заряжался. То есть почему я и не померил мультиметром? Потому что импульсный ток. Я не смог померить вот здесь. Почему я и сказал осциллограф. Дальше после диода у нас идет конденсатор. Стоит. Это вот все продолжает один провод идти. Он 1 микрофарад, я разбирал корпус, смотрел, 450 вольт. То есть вот на него идет после диода. И он уже, когда конденсатор продолжает дальше движение, идет на нашу ручку гравер. Это все вот продолжение одного провода. Здесь уже на ручке гравере, вот она, медная стоит иголочка. Вот она, вот видите. И то есть получается цепь. Но это вот еще пока один провод. Меняем положение, то есть меняется сопротивление, меняется напряжение. И получается больше разряд, меньше разряд на эту ручку. А второй провод нашего гравера, он идет уже напрямую от вторичной обмотки трансформатора. И сразу же идет вот сюда. И тут вот находится, извините, что так вот криво рисую. И тут уже наша деталь. Пишем деталь. Вот. Цепь замыкается по кругу. И получаются у нас такие точечки. И вот сейчас вот получается цепь. Это иголочка на деталь. Я просто нарисовал такую схему, чтобы вам было понятней, как работает наш гравер, аппарат по выжиганию на металле.
Ну и давайте испытаем. Вот это наша деталь. Можно на сверлах, можно хоть где, на любом металле, где угодно. Ну вот под руку попался, вот кухонный. У меня ножик обычный. Включаем наш прибор в розетку. Тут напряжение небольшое после вторичной обмотки. Трансформатор, просто оно импульсное, поэтому и пишет по металлу. И начинаем выжигать. Вот видите, как выжигает. Ну, вот какая мощность. Давайте. Надо на такую, на десятку поставим. Посмотрим. На десятке уже меньше. Что-то какие-то сопротивления. 5 пошло. А вот теперь шестерочку ставим. Тут еще сильнее. А вот восьмерочка. Восьмерка вообще перестал. Это скорее всего, как я вот понимаю, это вот для выжигателя, наверное. То есть такой слабый режим, чтобы, допустим, сильно не прожигал что-то, материал вот делаете, выжигаете. А вот это вот для гравера получается. Вот смотрите, как хорошо. Ну вот. Вот рыбку нарисовал. То есть он прожигает металл. Выключаем его из розетки. Тут не бойтесь, тут не опасное напряжение вообще. Это для детей был даже сделан. Это вот умелые руки. Напряжения тут нету. Это получается тут нагрев металла очень большой, несколько тысяч градусов. И он прямо его выплавляет. Вот они, точечки. Это вот он прямо прожигает его. Выжигает, выплавляет, испаряет его. И получается вот, выжигает металл. И вот получается у нас вот эти точечки. Хорошая такая штука. Можно вот сверлом мне пометить. Не всегда видно, какое сверло, какой размер. Вот тоже напишу. Будет вполне ясно. О, вообще хорошая очень штука. Даже для детей, для взрослых. Вот раньше вот так вот дети развивались. Тут еще есть выжигатель по дереву. Это мы вот рассмотрим в следующем нашем видео. А у меня есть еще самодельный гравер по металлу. Это можете вы посмотреть по ссылке в описании. Самодельный гравер. Всем хорошего времени суток. Спасибо за внимание. До свидания. Записывайтесь, подписывайтесь на канал.